Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас по-прежнему 15 июля, поздний вечер, суббота в Вашингтоне. И это мое второе видео на сегодня. И тема этого видео расследование, которое начато в Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки, которое затрагивает прежде всего ФБР, а также СБУ. СБУ попала туда из-за, как здесь утверждается, массового проникновения российской агентуры в эту структуру, которая фактически превратила ее в источник дезинформации. Ну и вместе, если верить уважаемым двум комитетам Палаты представителей, сотрудничая с СБУ, ФБР грубо нарушила первую поправку Конституции США, а это святое, и грозятся страшным расследованием. Ну, расследование, собственно говоря, уже началось. И 10 июля был опубликован предварительный, промежуточный отчет по этому расследованию. Расследование проводит Комитет по юридическим делам Палаты представителей и специальный подкомитет по делам вооруженных сил. Очень сильные два подразделения, две инстанции. Ну, юридически понятно, вся юридическая система США находится под надзором этого комитета. Ну а по делам вооруженных сил это то место, от которого в значительной степени зависит помощь Соединенных Штатов Украине. Ну, зачитаю вам некоторые выдержки. Это достаточно такой пространный документ на почти 30 страницах. Зачитаю самое основное. Ну, здесь напоминается, что первая поправка Конституции Соединенных Штатов является основой политической системы страны. Вот на что покусились. С чего началось дело? 15 февраля 2023 года в рамках расследования роли федерального правительства в ограничении или цензуре, наложении цензуры на законное высказывание или на свободу слова на платформах социальных сетей в США и всего мира, вот эти два комитета направили запросы соответствующие в компанию Meta и компанию Alphabet. То есть это две материнские компании, которым подчиняются практически все крупнейшие соцсети Соединенных Штатов. Это и Facebook, это YouTube, Google, Instagram, Twitter. Для начала. Ну, вообще, все по большому счету остальное. Эти компании две обязаны сотрудничать, предоставили документацию, которую у нее запросили. И, судя по промежуточному отчету, конгрессмены пришли в ужас. Оказалось, что Федеральное бюро расследования по поручению скомпрометированной украинской разведки направляло в крупнейшие мировые социальные медиаплатформы инструкции подвергать ограничению свободы слова американцев. О, ужас. Тут слово, может быть, вам не будет непонятно слово «скомпрометированная украинская разведка». Компрометированный источник в разведывательном сленге в США – это проваленный агент. То есть раскрытый агент – это скомпрометированный агент. Скомпрометированная разведслужба – это разведслужба, которую массово проник враг, из которой произошла какая-то катастрофическая утечка информации. То есть это то подразделение, от которого надо шарахаться, и с которым нельзя иметь никакое дело, потому что автоматически ты будешь скомпрометирован сам. Вот так назвали СБУ здесь следователи, представители двух комитетов, вернее, одного комитета, одного подкомитета Палаты представителей Конгресса. Расследование показало, что ФБР, федеральное правоохранительное ведомство и контрразведывательное, ответственное за пресечение для борьбы с иностранной вредоносной деятельностью
против Соединенных Штатов, и в том числе с территории других стран, в том числе с Украины, так вот это ведомство ФБР направляло запросы и требования на ограничение свободы слова американским компаниям, работающим в социальных сетях, от имени украинской разведки, пронизанной российской агентурой. То есть тут что ни слово, что ни предложение, волосы дыбом становятся. Опять-таки, речь идет тут исключительно, что касается Украины, речь идет исключительно по поводу СБУ. Таким образом, заключают авторы этого промежуточного отчета. ФБР нарушило право американцев на первую поправку Конституции и потенциально подорвало нашу национальную безопасность. То есть чувствуете, как замахнулись? Какие обвинения? Как в 1937 году в Советском Союзе. Вообще я должен сказать, что основным, конечно, объектом вот этого расследования, оно будет дальше, то есть его раскрутят по полной программе, чем ближе к президентским выборам, тем дольше, будет ФБР. То есть республиканцы хотят представить это бюро, это агентство, ведомство, как политизированную структуру в области управления Соединенных Штатов Америки, которая вот нарушила и первую поправку, и чуть ли не подорвала национальную безопасность. Но все это произошло почему? Потому что она сотрудничала с СБУ, и вот отсюда, то есть фактически, что ФБР сделало, оно в недостаточной степени контролировало то, что передавало СБУ. А что передавало, мы там дальше с вами обсудим. То есть, фактически, значит, это была дезинформация. Та информация, значит, ответы, которые получили из соцсетей представители комитетов, показали, что ФБР по просьбе СБУ способствовала тому или просила соответствующие вот компании, которые руководили соцсетями в США, руководят соцсетями США, закрыть счета, огромное количество, там дальше речь идет о тысячах, правда, не все их закрыли, но СБУ просила тысячи, присылала списки на тысячи аккаунтов, но и среди них был проверенный аккаунт или страница Госдепартамента Соединенных Штатов Америки на русском языке. Официальная. Затем аккаунты, принадлежащие американским журналистам, ну и другим американским представителям, которые были легитимные, так сказать, и не имели никакого отношения к Российской Федерации. ФБР, СБУ и СБУ. То есть вот здесь, где затрагивается интерес, значит, Украины из СБУ. То есть речь идет не о том, что ФБР там просто распространяла ненужную информацию, совершала эти ужасные действия, по мнению авторов. Но СБУ их инспирировала. И неоднократно требовали эти две организации удалить и приостановить работу подлинных аккаунтов, выражающих однозначно проукраинские взгляды, а также оппозиционные президенту Владимиру Путину. То есть, понимаете, еще раз, это надо переживать, проживать еще раз. То есть ФБР по просьбе СБУ просила закрыть аккаунты, которые были проукраинские и антипутинские. И все это делалось по инициативе, по просьбе СБУ. Ну, вопрос тогда тоже возникает. А на кого же тогда СБУ работало, если оно просит или просило закрывать эти аккаунты? Но тут так, по большому счету, ФБР представляется в качестве таких лохов, которые очень рьяно бросились на выполнение указаний начальства. И мне это очень знакомо, потому что я был как бы лично невольным участником событий. Это когда в самом начале 90-х Российская Федерация подписала договор о сотрудничестве правоохранительных органов РФ с американцами
Ну и начали сотрудничать. И там оказалось, потом американцы кинулись сотрудничать с открытой душой. Вот сейчас мы хорошие дела сделаем. Они начали тупо манипулировать. И закончилось это дело, слава богу, было достаточно быстро. Большим скандалом. Вот нечто подобное происходит и сейчас. То есть со стороны ФБР в этом деле участвовало 7 человек. Но они представляли собой группу, которая специально была создана в 2017 году директором ФБР для борьбы с иностранной дезинформацией. Это произошло после 2016 года выборов, когда, было зафиксировано массированное вмешательство российских спецслужб в президентские выборы Соединенных Штатов Америки путем дезинформации и таким образом влияния на американцев. Ну вот тогда была сформирована эта группа. В нее вошли весь цвет Соединенных Штатов, ФБР США. Там были представители контрразведки, криминальной разведки, антитеррористического подразделения, самое что на есть супер-пупер ФБР, кибербезопасности. Короче говоря, все самые крутые подразделения ФБР, которые там чуть ли не у самой сражались в свое время, они вошли в эту группу, и 7 человек из этой группы были брошены на сотрудничество с СБУ. Тогда, в общем-то, накануне войны и особо с самого начала российской агрессии. Участвовало в этом деле всего 7 человек, и большинство из них было из Сан-Франциско. Почему из Сан-Франциско и каким образом определили, что сам Франциско является самым большим специалистом по российской дезинформации и Украине, это одному богу известно, потому что самыми квалифицированными в этом деле, в этих вопросах являются нью-йоркские и вашингтонские филд-офисы или территориальные подразделения. Тут вот назначили Сан-Франциско, и понеслось. Важную роль в указанных событиях играл легат ФБР в Украине, специальный агент Александр Кобзанец, который там работал с 20 по 22 год. Легат – это legal attaché, то есть атташе по юридическим вопросам. Это должность, которую в американских посольствах обычно занимает представитель ФБР. И вот через него и шло сотрудничество. СБУ передавала ему списки, а он посылал дальше. И вот что пишут следователи Конгресса. То, что ФБР полагается на информацию и суждения СБУ, вызывает особую тревогу из-за хорошо задокументированного и глубоко укоренившегося российского влияния или проникновения в СБУ. В июле 2022 года президент Зеленский уволил главу СБУ Ваню Баканова за то, что там на должность оказалось, что на должность первого заместителя, мы знаем эту историю, о том, как первым заместителем оказался Наумов, агент российских спецслужб. И вот это откровение, то есть для того, чтобы быть уверенным, чтобы иметь наиболее такой твердый кейс, расследователи сказали, что мы сейчас ограничимся вот той информацией или тем сотрудничеством, которое было между ФБР и СБУ до июля. То есть тогда, когда, точно было известно, что СБУ было пронизано российской агентурой. То есть тут вообще, по большому счету, вот этот отчет, он свидетельствует о том, что вот на данный период, который здесь описывается, представители Конгресса еще очень мало знают о степени проникновения российской агентуры в украинскую политическую систему и спецслужб. То есть они вот тут говорят про Кулинича, они говорят про Наумова, но они не понимают, что назначение Наумова – это свидетельство о глобальной сети российских кротов на высших должностях в органах власти Украины, потому что Кулинич никак не мог сам по себе назначить Наумова на эту должность. Этот вопрос решался очень и очень высоко, как вы понимаете.
Ну, дальше, значит, описывается исторические связи СБУ с Россией. Говорится о том, что сразу же, ну, вообще, то есть со времен образования СБУ проникновение российской агентуры было там достаточно высоко. Теснейшим образом СБУ сотрудничала с ФСБ Российской Федерации. Это было в первые годы, это было при Кучме, при Януковиче. СБУ вообще превратилась практически в филиал ФСБ. Затем ее чуть-чуть немножко почистили. Ну и теперь вот нанесен еще один сильнейший удар в истории с Наумовым. Сразу же после российского вторжения Украина столкнулась с последствиями давней операции Кремля по проникновению в украинское государство секретных агентов, многие из которых занимали высшие должности в спецслужбах Украины. Речь идет прежде всего о СБУ. Еще раз, речь идет о давней операции по проникновению вообще широкомасштабному секретных агентов Российской Федерации на высшие должности. Не одна, не просто там первый заместитель, а СБУ. Но, видите, тут опять-таки получается. Хотя, хочу подчеркнуть, расследование продолжается до настоящего времени теперь. То есть пока до сих пор это, значит, где-то ограничено 22-м, началом 23-го года, но теперь оно продолжается и дальше, по настоящий день. Ну, в качестве примера, допустим, говорится, что 24 февраля 22 года российские войска прибыли на Чернобыльскую АЭС и не встретили практически никакого сопротивления. Успешно захватили станцию. Менее чем за 2 часа без боя, что считается результатом, так и пишется, результатом проникновения, российского проникновения в СБУ и украинский аппарат безопасности. Ну и потом после этого, считаю, что это Наумов поспособствовал этому, через некоторое время он был уволен или снят, вернее, как украинское правительство потребовало экстрадиции Наумова, к этому времени он уже сбежал. Ну окей, хорошо, то есть Чернобыльская АЭС хороший пример, как они считают, но из этого получается, что расследовали пока еще, может быть. Они еще не понимают, что дело не только в Чернобыльской АЭС, а весь юг, так по большому счету, вероятно, был сдан. Тут мы возвращаемся к известному вопросу, куда поля делись, а почему мосты не взрывались. То есть объяснение о том, что один не сапер нажимал на кнопку, оно не взорвалось, как-то так неубедительно звучит. Ну и поля куда делись, и подразделения, почему были выведены, ну и так дальше. Кроме того, значит, была уже назначена дата слушания в Киевском административном суде жалобе Януковича на его, значит, незаконное отстранение власти. Уже 3, по-моему, марта должно все это было слушаться. То есть там не только в Чернобыльскую АЭС. Но, повторяю, дело продолжается, расследование продолжается. Согласно интервью представителей ФБР, данному в апреле 23 года, кавычки, оперативники российской разведки ФСБ проникли как в службу безопасности Украины, так и в местные органы власти, подрывая Украину изнутри с помощью промосковских украинских чиновников. Вот та сеть, о которой мы с вами сколько говорили, 5-я колонна. Дальше представитель ФБР предположил, что разоблачения на сегодняшний день могут оказаться лишь верхушкой айсберга. И правильно эта представительница ФБР предполагает, потому что то, что здесь написано, это действительно именно верхушка айсберга. Проще говоря, как говорится в заключении, в докладе, ФБР работала с иностранной разведкой СБУ, о которой в то время было известно, что она провалена, пронизана агентурой Москвы. В результате действия агентов ФБР могли оказать существенную помощь военным действиям Кремля. Еще раз. То есть ФБР, работая с пронизанной агентурой России СБУ, могли оказать существенную помощь военным действиям Кремля, получая вот эту информацию СБУ.
то тогда получается, что СБУ, передавая сознательно эту информацию ФБР, на самом деле, как они здесь пишут, оказывала военную помощь действиям Кремля. СБУ, благодаря тем агентам Москвы, которые в нем работали. Речь идет не только о Наумове. В чем, значит, состояло это сотрудничество или помощь? СБУ сделала сотни, значит, видимо, там огромные портянки, в которых было тысячи аккаунтов, которые СБУ требовало закрыть, утверждая, что это антиукраинские и пророссийские аккаунты. На самом деле, как здесь показывается, по крайней мере, часть этих была наоборот, проукраинские и антипутинские. И критерии, критерии. Посмотрел, там несколько было страниц из вот этого списка. По каким критериям определялось закрывать, почему надо закрывать конкретный аккаунт? Ну, там написано, значит, отрицает войну. Вот отрицает, что Россия напала. Все, значит, аккаунт надо закрывать. Это украинский, это промосковский Кремль. Окей. Значит, я бы с этим даже согласился. Может быть, все нормально. Но, значит, это был один лишь из критериев. Других, ну, во всяком случае, из той таблицы, которую я опубликовала, других нет. Нет агрессии против Украины. Но сейчас есть другие вопросы. А вот, скажем, аккаунты, которые утверждают, что эту агрессию задумали Соединенные Штаты вместе с Путиным для того, чтобы втянуть туда Украину, значит, и начать эту войну. Ведь я тут смотрю, сейчас эта тема разгоняется самым девятым валом по информационному пространству Украины. С этим-то как быть? С этим, как я понимаю, сейчас как раз и разбираются. И вот со всеми этими конспиративными теориями о том, что это Байден договорился с Путиным, чтобы, значит, слить Украину, вот эти идиотские, да, о том, что, значит, Украину специально вовлекли в это дело. С точки зрения авторов доклада, порочный метод СБУ и ФБР, который просмотрел этот порочный метод, состоял в том, что к удалению предполагались или предлагались или требовались аккаунты на основании умозаключения опера. Вот опер так считал, что нужно его удалить, потому что это фейк. Ну и вот приводится пример. В конце апреля 2023 года журналист Ли Фанг взял интервью у Ильи Витюка, который с ноября 2021 года занимал должность начальника департамента по информационной и кибернетической безопасности СБУ. И вот в этом, значит, интервью господин Витюк сказал журналисту: когда меня спрашивают, как вы определяете, фейк это или правда, я говорю, все, что против нашей страны, считайте фейком, даже если это не так. Сейчас для нашей победы важно иметь такое понимание. Ну, я бы сказал, вот что, сделал маленькое замечание. Если бы офицер Витюк остановился вот здесь, когда меня спрашивают, где фейк, где правда, я говорю, что все, что против нашей страны, считайте фейком. Точка. Вот на этом надо было поставить точку. Но поскольку он через запятую сказал, даже если это не так, то это убивает фактически все те документы, все те тысячи аккаунтов, сотни страниц, которые были предоставлены СБУ в адрес Федерального бюро расследования. Таким образом, получается, что СБУ использовала сотрудничество с ФБР для того, чтобы продвинуть в Соединенные Штаты Америки информацию, выгодную политической власти Украины. И здесь так и отмечается, что значительная часть аккаунтов, которые требовали удалить, они оказались не то, что они противоукраинские и пропутинские,
они просто принадлежали людям, которые были неугодны политической власти Украины. И получается, что СБУ давала информацию для, первое, тут открыто говорится, для самосохранения. Ту информацию, в которой прослеживались какие-то там нехорошие для СБУ информация, или выдвигалось требование сменить политическую власть в Украине. То есть, кстати, не говорится, что насильственными методами. То есть в Соединенных Штатах, допустим, эта информация, вот такая информация, нормальная информация. Тут вся политическая борьба вокруг этого идет. Республиканцы сейчас стремятся изменить политическую власть законным естественным путем. Демократы потом будут добиваться того же самого. Это суть политической системы. И если спецслужба, то есть если это легально, если это не насильственными методами, но если спецслужба, как здесь утверждается, значит, пытается это сделать не потому, что это незаконно, а потому что вот она считает, что она не хороша, эта информация, невыгодна для политической власти, то это очень суровое обвинение, которое вызывает вопрос, а не пытаются ли гражданские власти Украины через СБУ, пронизанную иностранными агентами, направить в Соединенные Штаты дезинформацию, которая фактически нарушает, на основании которого производится действие, нарушающее первую поправку Конституции Соединенных Штатов Америки и, как здесь утверждается, ставящее под угрозу национальную безопасность страны. Очень серьезно это обвинение. И, как говорится, здесь, судя по информации из имеющихся источников, сотрудничество ФБР и СБУ сейчас продолжается, а поэтому продолжается и расследование. То есть будет расследование и дальше. Здесь надо сказать, что вот многие аккаунты, которые СБУ потребовало удалить, в них было там всего где-то 190, в одном аккаунте 190 лайков и 200 с чем-то просмотров. То есть всего ничего. Наносили удар прямо в зародыш и пытались убрать с поляны все то, что может не понравиться в перспективе. Но с тех пор столько всего получилось. Я опять повторяю, самый важный, вот с моей точки зрения, вопрос – это вот разгоняемая дезинформация. Широко, кстати, разгоняемая о том, что на самом деле, значит, война в Украине, агрессия была задумана совместно, спланирована правительством демократов, то есть администрацию демократов, Байденом, Соединенных Штатов Америки, совместно с Путиным. И тут вот скользкая такая поляна получается, платформа, потому что фактически эту тему, эту волну разгоняют источники, блогеры там и так далее, которые являются ярыми сторонниками республиканской партии, прежде всего Трампа. Вот как дальше здесь пойдет расследование, вот это интересно. Ну и вот дальше получается, что использование информации СБУ ставит под угрозу нашу национальную безопасность, как говорят составители этого доклада, и представляет собой серьезную угрозу гражданским свободам американцев. Ну и дальше следите за дальнейшим развитием событий. На настоящее время что это значит? Ну, ФБР в бешенстве. Насколько это утечка происходит в соцсети здесь и в средства массовой информации. Эти люди 7 считаются идиотами, которые занялись тем, чего они не знали, не понимали, и они просто даже не проверяли ту информацию, которая им поступала. Можно их в этом винить или нельзя, я не знаю, потому что им поступало море информации, тысячи аккаунтов. Проверить каждый из них, этим 7 несчастным, великолепной семеркой, которые не являлись экспертом, было практически невозможно. То есть было поставлено нереальное задание. Они, конечно, от этого дела отобьются, они найдут контраргументы, они покажут, что дезинформация идет не просто там, вот как они здесь написали, по поводу того, есть ли война или нет войны, или это спецоперации, поэтому критерию закрывать аккаунты. Они наверняка дойдут до дезинформации о том, что блогеры, представители, связанные с республиканцами, а также опять-таки российскими спецслужбами,
разгоняет информацию о том, что война в Украине – это результат сговора между администрацией Байдена и Кремлем. Ну и мы ждем дальнейших интересных событий. Что касается практического последствия в ближайшем обозримом будущем, я вижу один. То есть на этом сотрудничестве между СБУ и ФБР будет поставлен крест на долгое время, если не на годы, во всяком случае. При этой администрации в Украине этого сотрудничества больше не будет. Остается военная разведка, по поводу которой ЦРУ сказала, что мы от нее не получаем вообще ничего полезного. Как разведка ГУР не существует фактически. Вот. То есть вот так вот. Считаю это печальным развитием событий. То есть получается так. Спецслужбы Украины в это трудное время являются практически недееспособными, и союзникам, то есть американцам и другим натовским странам, сотрудничать с ними и приносить пользу через это сотрудничество практически невозможно. Это в значительной степени, значит, зависит действие их или бездействие от гражданской власти, которая по традиции пытается использовать свою спецслужбу для продвижения своих интересов, в том числе дезинформации на зарубеж. Не первый случай, когда таким образом пытаются одурачить американцев, принимая их за лохами. За лохов это очень плохо заканчивается. И в этих условиях оказывается единственная структура в Украине, которая работает как часы, и благодаря ей Украина существует, и мы все надеемся, что победит, это вооруженные силы Украины, о чем я вам рассказывал в предыдущем видео. Поэтому, господа, как обычно, слава Украине и ее вооруженным силам, враг будет разбит, победа будет за нами, а вам, как обычно, выдержки, мужества и неуклонной веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч!